Говорят, история повторяется. А что, если она повторяется прямо сейчас, на наших глазах? Что, если судьбы двух правителей, разделенных целым веком, вдруг сплетаются в один узел? Один – последний император, закончивший свой путь в подвале Ипатьевского дома. Другой – бессменный лидер современной России, выстроивший жесткую вертикаль власти. Казалось бы, что общего между Николаем II и Владимиром Путиным? Разные эпохи, разные системы, разный масштаб личности. Но стоит присмотреться, и сквозь толщу времени проступают пугающие параллели. В их методах правления, в реакции на кризисы и, что самое страшное, в их роковых ошибках. Сегодня мы разберем, что же так роднит Путина и последнего русского царя. Посмотрим, как похожие решения ведут к похожим последствиям. И попытаемся понять, может, путь Владимира Путина – это лишь эхо трагической судьбы Николая II. Все начинается с войны. С маленькой, быстрой и, как кажется ее автором, 100% победоносной. С авантюры, которая должна сплотить нацию, Взвинтить рейтинг и отвлечь от внутренних проблем. Вот только история раз за разом доказывает. Такие войны слишком часто превращаются в унизительное поражение и становятся детонатором, который взрывает всю государственную систему. В начале 20 века министр внутренних дел Вячеслав фон Плеве бросил фразу, ставшую пророческой: чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война. И такой войной должна была стать кампания против Японии в 1904 году. Расчет был прост. Быстрая победа над слабым азиатским противником вызовет патриотический угар и укрепит власть Николая II, которая уже начинала шататься. Результат – катастрофа. Разгром флота при Цусиме, сдача Порт-Артура, огромные потери. Все это не сплотило, а взорвало общество. Вместо подъема – революция 1905 года, кровавое воскресенье и, как итог, создание Государственной Думы, которая ограничила абсолютную власть царя. Маленькая война обнажила всю гниль и неэффективность режима. А теперь перенесемся в наше время. Звучит до боли знакомо, не правда ли? Многие аналитики прямо сравнивают русско-японскую войну и вторжение в Украину. Вероятно, изначальный план тоже строился на идее Блицкрига, который укрепит власть, мобилизует народ вокруг лидера и решит украинский вопрос раз и навсегда. Как и 100 лет назад, этому предшествовали территориальные захваты и разжигание локальных конфликтов. Но вместо быстрой победы Россия увязла в затяжной, кровопролитной и невероятно дорогой войне. Последствия оказались почти зеркальными: невиданные международные санкции, экономический спад, колоссальные человеческие потери и все более глубокая изоляция. Война, призванная показать мощь, вскрыла системные проблемы в армии и управлении. А первая эйфория в обществе сменилась глухой усталостью и тревогой. Урок истории оказался невыученным: авантюры, которые должны решить внутренние проблемы, почти всегда ведут к кризису еще более глубокому. Когда авторитарный режим сталкивается с последствиями своих ошибок, он начинает искать виноватых. И находит их, конечно, не в зеркале, а среди собственных граждан. Так появляется концепция внутреннего врага, а борьба с любым инакомыслием становится главной задачей. Николай II панически боялся революции. Его правление – это время жесткого подавления любой оппозиции и тотального контроля. Десятки газет закрывались, их редакторы шли под суд, а любая критика монарха жестоко каралась. За сатирический памфлет «Господа Обмановы», где легко угадывались Романовы, писатель амфитеатров без суда был отправлен в ссылку. Знаменитая охранка опутала всю страну сетью шпионов и провокаторов. Даже премьер-реформатор Петр Столыпин отправил на каторгу и в ссылку десятки тысяч несогласных. Это создавало иллюзию контроля, но на деле лишь загоняло протест в подполье, делая его злее и радикальнее. Система, построенная Путиным, поразительно похожа в своих методах. За последние годы в России было практически полностью уничтожено поле независимых СМИ. Появились законы об иноагентах, нежелательных организациях и фейках об армии, которые по сути ввели военную цензуру. Любое мнение, отличное от официального, стало уголовно наказуемым. Тысячи активистов, журналистов и просто несогласных были вынуждены бежать из страны. Как и при Николае II, власть делает ставку на пропаганду. Она рисует картину осажденной крепости, окруженной врагами, где любое инакомыслие – это предательство.
Телевизор стал главным оружием, создающим культ личности лидера и оправдывающим любые его действия. Но, как и 100 лет назад, попытка закатать общество в асфальт не решает проблем. Она создает лишь опасную иллюзию всенародной поддержки. И когда картинка в телевизоре окончательно расходится с реальностью за окном, система, лишенная обратной связи, просто перестает адекватно соображать. Чтобы оправдать свою несменяемость и подавление свобод, любому авторитарному правителю нужна большая идея. И Николай II, и Владимир Путин нашли ее в одном и том же месте, в консерватизме, традиционализме и концепции особого пути России. Николай II искренне верил, что его власть – от Бога. Он был помазанником Божьим, а его правление – священным. Идеологической основой стала знаменитая триада – православие, самодержавие, народность. Эта формула противопоставляла Россию бездуховному и революционному Западу. Царь был хранителем традиций, защитником веры, отцом нации. Любые разговоры о Конституции он воспринимал не как политический спор, а как кощунство. Эта вера в собственную святость сделала его глухим к любым советам и абсолютно негибким. Прошло 100 лет, и мы видим, как возрождаются очень похожие идеи. Путинская Россия тоже строит себя на противопоставлении Западу. На смену православию, самодержавию, народности пришли духовные скрепы, традиционные ценности и русский мир. Власть активно продвигает мысль, что у России свой, особый путь, несовместимый с западными демократиями. А президент предстает в образе собирателя земель и защитника веры от тлетворного влияния извне. Как и в случае с Николаем, эта консервативная идеология служит отличным оправданием для жесткой централизации и борьбы с либерализмом. Она создает удобную картину мира, во всех бедах виноваты внешние враги, а спасение лишь в сплочении вокруг сильного лидера. И точно так же, как и 100 лет назад, эта ставка на изоляцию ведет к застою, тормозит развитие и отрезает страну от остального мира. И Николай II, и Владимир Путин строили систему, которая держалась не на законе и независимых институтах, а на жесткой вертикали и личной преданности. И в обоих случаях результат оказался одинаковым – тотальная коррупция, неэффективное управление и полная изоляция лидера от того, что на самом деле происходит в стране. Империя Николая II задыхалась от бюрократии и взяточничества. Современники писали, что страной управляют не аристократы, а армия чиновников, для которых взятка – норма жизни. Существовали целые кланы и группы влияния, вроде неподсудных великих князей, которые пилили бюджет. Даже военные заказы во время Первой мировой тонули в откатах. Сам царь жил в информационном вакууме, получая доклады от узкого круга придворных, которые, конечно, преподносили ему все в выгодном для себя свете. Эта прогнившая система оказалась просто не способна выдержать напряжение войны и кризисов. Система, созданная Путиным, это тоже крайне централизованная структура, пронизанная коррупцией. Ключевые решения принимает узкий круг старых друзей и силовиков. А институты вроде парламента или суда во многом превратились в декорацию для оформления этих решений. Эта вертикаль власти порождает чудовищную коррупцию, где главный источник богатства – это близость к трону. И так же, как в случае с Николаем, такая модель отрезает лидера от реальности. Он оказывается в информационном пузыре, куда долетают только хорошие новости и удобные факты. Это создает огромный риск принятия решений на основе ложной информации, что особенно опасно в кризис. Система, построенная на лояльности, а не на компетентности, только кажется стабильной. При первом же серьезном потрясении ее хрупкость и неэффективность становятся очевидны для всех. И вот что получается. Мы видим 4 пугающие параллели. Ставка на маленькую победоносную войну, которая превращается в катастрофу. Поиск внутренних врагов. Опора на консервативную идеологию особого пути. И, наконец, неэффективная, коррумпированная вертикаль власти, которая изолирует лидера от реальности. Это не просто совпадение. Похоже, это системные ошибки, типичные для любого авторитарного режима, который отчаянно пытается удержать власть в меняющемся мире. Когда все решает один человек, когда любая критика задушена, когда идеология заменяет здравый смысл, режим обречен наступать на одни и те же грабли. История Николая II – это трагическое предупреждение. Предупреждение о том, чем заканчивается отказ от реформ, самоизоляция и война против собственного народа. Так повторяет ли Путин ошибки Николая II?
Когда начинаешь сравнивать, сходство в стратегических просчетах действительно поражает. Оба лидера в решающий момент истории выбрали силу, изоляцию и прошлое, а не диалог, развитие и будущее. Конечно, различия тоже есть. Современная Россия не аграрная империя начала века. У нее есть ядерное оружие, фактор, которого у царя не было и который полностью меняет правила игры. И сам Владимир Путин, в отличие от Николая, которого многие считают слабовольным, куда более опытный и жесткий политик, что и позволило ему так долго удерживать власть. И все же главный урок истории остается прежним. Режим, не способный меняться, ставящий собственное выживание выше блага страны и втягивающий свой народ в катастрофические авантюры, рано или поздно столкнется с последствиями. Финал этой исторической драмы еще не написан. Но ее контуры, так похожие на трагедию столетней давности, проступают с пугающей ясностью. А какие еще параллели видите вы? И чем, по-вашему, все это может закончиться? Напишите в комментариях.